Привет, друзья! Это будет, скорее всего, завершающий ролик по нашему проекту 161 квадратный метр покраска. Ссылка на весь проект сейчас появляется у вас вверху. Покраска. Покраску мы начнем с подготовки к покраске. Как и чего у нас уже сделано. Везде, по всей квартире, после основного этапа шпаклевания, по всем старым потолкам я имею в виду, да, потому что их превалирующее такое количество большое. По всем старым потолкам, после основного этапа шпаклевания, мы ошкурили и потом еще раз прошли финишной шпаклевкой ротбанд пастой, по-моему, это было, это уже давно было, ну, наверное, ею, скорее, да. Прошли только плоскости потолков, сами плафоны и падуги карнизов, везде. Чисто посмотреть, что там какую-то неточность где-то убрать, еще чего, может, какую-то задирочку, рисочку там убрать, ну, такое, в общем. Прошлись. И так и оставили, поскольку в тот момент, когда это происходило, у нас еще не было отопления. Не было радиаторов. И мы оставили это до прогрева. И, наконец-то, когда-то там, в каком-то недалеком прошлом, поставили радиаторы. Здесь поднялась температура, нормальная стала такая температура эксплуатации. И где-то, возможно, что-то подтрещало. Ну, потому что, ну, как бы старые потолки. Там деревянное основание везде, да, штукатурка туда-сюда, какое-то движение, подвижечка, возможно. И именно для этого мы и оставляли вот как бы финальный такой подготовительный момент, подождать, чтобы все хорошо прогрелось. Оно прогрелось, подошел момент покраски, и сейчас пошли ошкуриваем. Все, в целом, еще раз просматриваем под покраску и высматриваем трещины. Где-то что-то, по-моему, где-то уже высмотрели. В одной, только первую комнату начали. И там что-то сантиметров 30, где-то там внутри, в карнизе, где-то что-то увидели. Ну вот для этого, собственно, и делалось, чтобы вот так сейчас аккуратно, как бы крайний подход перед покраской, и чтобы что-то, где-то какую-то трещинку увидеть, и хотя бы ее подрошить, да, и можно было бы какой-то там шпаклевочкой ее еще заделать когда-нибудь там на каком-то этапе. Я думаю, после общего такого всеобщего грунтования предпокрасочного. Мы будем делать половину квартиры и потом еще одну половину квартиры. Я посчитал, что так удобнее в плане защиты от пыли, в плане логистики и так далее. Красить будем, скорее всего, будет так. Обычный ГГП Тиффингрунт, обычный, разбавленный в каком-то состоянии для обеспыливания, наверное, 1 к 5, 1 к 7 с водой пойдет один круг, обеспылить, подготовить. Впитываемость мы не сможем выровнять, потому что у нас что-то где-то новое, где-то шпаклевка старая, где-то старая полностью карнизы. Мы не стараемся выравнивать впитываемость, потому что дальше пойдет хафтшпергрунт по лепнине, по карнизам. У нас есть ведро хафтшпергрунта до 100 ТОЕ с какими-то трудностями, как бы из Европы сейчас. Это сложно сейчас доставать, но у нас есть хафтшпергрунт, и он пойдет по карнизам и везде, где лепнина. То есть обязательно покрыть изолирующим грунтом, поскольку все-таки какие-то возможные выходы желтизны. И покраска будет, ну вот в данный момент, прямо вот в данный момент, как мы думаем, мы будем красить каймановской краской. Краска от ТМ Кайман. Те ребята, которые продавали раньше аллигатор материалы. Она у них заявлена как паропроницаемая, и я вам не говорил, но мне тихонечко нашептали, там, что краска там какая-то немецкая. Мы уже попробовали, взяли пробничек, а он там, а ну-ка, за мной там. Ну, я покажу как-то снизу, будет видно, не будет видно. Белая матовая краска. Мы попробовали, ну, вроде как краска, но та, которой мы работали раньше, это аллигатор, Phoenix Matte, нам нравилась больше. Ну, как бы по работе, она какая-то по-другому чуть была. Но это тоже как бы норм. И главное, она заявлена как паропроницаемая краска. Собственно, нам надо вот такая краска, и это будет, наверное, хорошо. В общем, такой план. Ну, пойдем смотреть, с чего начинаем и как оно пойдет потихоньку. Стоп, обещал показать. Возвращаемся. Вот такую выкрасочку сделали на лепнине, да, и там, если вблизи смотреть, то после первого слоя здесь нет хафтшпергрунта. Здесь как бы было чуть-чуть подгрунтовано просто под эту штуку, или вообще не грунтовали, просто разбавили ее с водой. Что-то такое. Но под первый слой, вот на выкрасочке, на первом слое чуть-чуть как бы желтизна по сравнению с, если два слоя. Чуть-чуть какие-то желтые штучки, но опять же это точечно, и нигде такого белого нет, и можно как-то смотреть как-то так на это, потому что в массе оно будет по-другому работать, и здесь везде по старым поверхностям
пойдет именно по старым поверхностям карниз и лепнина везде, потому что нам не хватит одного ведра на потолки. У нас 160 метров старых потолков или что-то в районе того. У нас одно ведро всего-навсего. И нам надо это ведро растянуть как раз вот на всю лепнину. Новую, ну можно и новую, наверное, покрыть. И уже после Хафшпрейгрунта каких-то выходы какой-то желтизны будут нам уже безразличны. Ее не, как бы... Что там под ногами? Скорее всего, с высочайшей вероятностью выходов желтизны после Хафшпрейгрунта не будет. Вот. Так что если есть какие-то моменты, ладно. После изолирующего грунта не будет там никакой желтизны. Запечатанный Хафшпрейгрунтичек, любименький. Почта России доставлены нам, месяц его везли странными путями, очень дорого. Он 2 раза дороже теперь. Понятное дело, там купить и сюда привезти, наверное, почти в 2 раза дороже. Обошелся он начало осени 24 года, по-моему, в сентябре привезли это ведро, получилось в районе 70 тысяч рублей. 12,5 литров, там я не помню, сколько килограмм. Да, и вот надо бы его растянуть нам на всю лепнину, как бы старую лепнину, чтобы с высокой долей вероятности получить не выход желтизны, возможный не выход желтизны. Вот. И еще у нас же будет еще под покраску, но тут будет какая-то другая краска, какая-то, наверное, для санузла, тут что-то будет. Это санузлы, тут у нас новодельные карнизики везде. Видите, какой выгодно выглядывает внешний угол, да? Как хорошо он смотрится, вообще кайфово. Кайфово смотрится внешний уголочек, да? Да, у нас таких 2 санузла, один и там второй. Сейчас пойдем посмотрим. Тут полностью отмазано уже все и готово. Там между карнизом там что-то будет, какое-то другое покрытие. То есть карниз как бы из 2 частей состоит, там не нужно было ничего делать. Так, там что-то подравнивали, не суть, там потом это самое. Домажется, тут практически подмазанный весь этот угол. То же самое, тоже внешние углы, тот же карниз. Это тот же карниз, который у нас был в этой комнате, просто он без верха. То есть если тут был верх, верхняя часть какая-то, вот она, то тут ее нет, как бы. Вот тут она отсутствует, и там у нас еще в одном помещении тоже есть, это не реставрационная такая часть, более новодельная часть квартиры получается. Да, хорошо, конечно, они классно выглядят, эти уголочки. И здесь будет, скорее всего, какая-то краска обычная, тикурила для влажных помещений, что-то такое. По-моему, луя сюда пойдет, какие-то колировки тут будут. Это как бы по сравнению с покраской старого, это немного не то. Потому что покраска старого потолка, это будет как бы... Тут очень глубокая порезка. Она очень глубокая, она прям вот такая глубокая, что прям туда там сантиметра 1,5-2 может быть в глубину везде за вот эти цветочки. И везде так. Так, да. Особенно Хафшпрейгрунт туда наносить, он тяжело наносится, и поэтому это будет сложненько нам. Так, а тут что? Смотрите, щетки. У него. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас тут гештальт-терапия, между прочим. Гештальт-терапия, боже мой. Прошлый ролик мы заканчивали на том, что Саша там подмазывала, вот она и тут подмазывает дальше. Хотя я, наверное, в прошлом ролике показал, как эти все откосы уже выглядят в готовом виде, поскольку я снимаю вот так, туда-сюда, туда-сюда. Что? У меня легкие движения. Ладно. Понятно, я минут 5 назад или 10 снимал, как я заканчивал тот ролик прошлый. Кино, магия кино, знаешь такую? Нет. В общем, вот что. Сделай мне монтаж. Чего? Так, идем отсюда. Они взрослые какие-то разговоры разговаривают. Короче, не шкурят. Вот все шкурят. Шкурят, и пойдем мы по этой половине квартиры, вот оттуда начиная, пойдем мы вот так в ту сторону, и будем все мы красить. Сначала полностью все подшкурим, просмотрим, разошьем микротрещинки, если найдутся они. Пойдем дальше от них, все равно шумят. После того, как разошьем все везде, обеспылим, уберем полностью, обеспылим стены, потолки под покраску, полностью полквартиры. И оттуда пойдем потихоньку красить сначала Хафшпрейгрунт. Нет, стоп. Сначала грунт глубокого проникновения для обеспыливания, разбавлен там как-то, да, потом Хафшпрейгрунт по старой лепнине и потом дальше слоя краски. Слой туда, какой-то такой план. То есть полквартиры, тут получается 6 помещений, и тут у нас 4 помещения. Раз, два, даже, да, 4, потому что еще есть прихожая. Раз, два, три, и там еще санузел. 4. 6 и 4.
И таким образом мы сможем как-то отсечься от грязных каких-то вещей наших, от пыли, вот это, от всего такого. То есть в половине квартиры. Очень удобно, кстати, да. Когда можно так сделать. Ошкуривание третьей комнаты. Сколько ты нашла трещин, говоришь? Одну, тут только первую маленькую 10-сантиметровую трещинку. Это круто, это очень круто. И у меня есть, ну-ка на себя поверну. Я даже утром думал про это сказать, что это самое, думал, как бы, что мы, оказывается, мы полквартиры фактически прошкурили, нашли одну маленькую трещинку. И причем вдоль, вот так вдоль, где-то 10 сантиметров там, то есть, причем у нас работает радиатор. Это круто, и я думаю, чего? И я думаю, чего? Я думаю, что над нами, а я знаю, что там принадлежит одному собственнику квартиры, но я не знаю, как устроено, но я думаю, что над нами цельный пол. То есть там может быть, скорее всего, по моему мнению, там стяжка на всю плоскость квартиры, потому что мы их особо не слышим там, а там иногда кто-то ходит, но мы так особо точечно не слышим там каких-то хождений. И возможно, что как бы нагрузка распределяется, и поэтому каких-то там колебаний сверху у нас и нет, и слава богу, что их там нет, этих колебаний. Но опять же, это мое мнение, я могу ошибаться. Пойдем посмотрим. Потому что некоторые, почему-то, наверное, некоторые думают, что вот если вот так вот мазать в кирпичи, вот так вот мазать в кирпич, то оно красиво потом получится чисто. Нет, это не получится красиво и чисто, и надо всегда очень аккуратно и дочищать после себя. А перед тем, как прям вмазывать его... кстати, вот вышел, отсюда же вода была, и вот высолы чуть вышли. Это нормальное состояние, кстати. И перед тем, как мазать чего-то, работать рядом с кирпичом, надо хорошо закрывать. Сейчас я вам дам мудрость. Не вам, а вам. Мудрость. Мудрость заключается в том, что надо использовать, мы конкретно по опыту используем алюминиевый скотч. Пойдем посмотрим. Это очень неочевидно. Он не липнет. Он не липнет, но он обычный алюминиевый скотч, который там, да даже не скотч, это алюминиевая лента, у которой есть еще одна бумажная ленточка, которая отрывается бумажной, потом приклеиваешь вот его. И он не приклеивается, он вминается. То есть он просто вот за счет вот большой плоскости как бы прилегания, он держится и держится, он классно. Всякие остальные скотчи просто как мразь отваливаются от кирпича. Какие слова? Какие слова? Как мразь, как обычно. Ты чё? И это классно. Короче, чего сейчас? Это продержалось здесь полгода, да? Да, почти полгода. Сколько мы тут делали? Это все продержалось, и вот как оно получилось, довольно чисто. Сейчас Ксения проходит, и она это все удаляет. Потом это все подрежется, потом чисто в сухую, аккуратно вот это вот маленькое вот это вот примыкание аккуратно заделается, чтобы это можно было красить. И потом обратно сюда вернется новенький, вот этот вот новенькая фольга, вот такая. Видишь, как она приминается? Смотри, хоп, и все, и она не отваливается, потому что она как бы в поры кирпича заходит. Это такая штука очень неочевидная, вот как бы как защищать кирпич. Вот так. Вот так. Так вот. Ну ладно. Кстати, посмотрим, что получается вообще тут вблизи у нас. А тут не шкурено, ничего тут не получается, потому что не шкурено. Тут видно домазано, там домазано. Только залезли сюда. Мы потом посмотрим, как получается, когда будет краситься перед покраской. В целом, что? В целом, вот. Это получается не треть, а полквартиры. И мы будем начинать красить после того, как дойдем половину до конца, вот такими вот подшкурками и всеми этими доделочками. Вот так-то. А когда мы подмазываешь, и это сам это делаешь, да, одновременно? Нет, просто у меня слишком жидкий раствор, поэтому я... Слишком жидкий. Слишком жидкий, Саша будет это делать. Примыкание нижнее к карнизику, чтобы чисто было и классно, и вообще. Ну, понятно, там же сейчас некрасиво. Ну-ка, посмотрим, вблизи чуть-чуть, подойдем поближе. Вот так там сейчас. А надо, чтобы было как-то получше. Вот здесь она где-то, ну, вот так должно быть, по идее. Вот здесь, как вот здесь. То есть смотришь, как бы вот так смотришь фронтально и нормально, чистенько. Так и там должно быть. То есть она там подмазывает, потом подчищает, потом подклеивает, что-то туда-сюда. Короче, развлекается с такими примыканиями и к чистому кирпичу голому. Вот. И по сути мы дошкуриваем, получается, третью комнату. Там дальше чуть новоделы уже. Тоже надо их просмотреть. И можно начинать будет грунтовать. И с той стороны уже пошли эти самые пылесос. Выпылесошивать все. Запылесошиваем
все эти, обеспыливаем, короче, обеспыливаем плоскости, обеспыливаем карнизы, обеспыливаем особенно глубокую вот эту порезку, чтобы можно было беспрепятственно грунт товать. Ну, вот так вроде как норм. Потом еще почистить вот эти капельки, где, где циклей не доделать, да? И будет вообще вот так, как здесь. Вот. Тут красиво, тут четенько. Вот так вот, если аккуратно, да? Если аккуратно делать, то оно аккуратно получается, наверное. Ну, понятное дело, что все потом вот такое надо будет поддочистить. Вот эти вот пятнышки какие-то там. Ну, потом оно подсохнет, можно его инструментиком аккуратно все убрать. Смотри, взяла щетку зубную, типа делает вид, что она ею почистила. Не хочет показывать, короче, чем она вот так почистила. Ничем, а вообще? А как? Ничем, а как? Как и чем она так почистила, показывать не хочет, но почистила классно, да? Да. Вот он готово, это классно, это супер-пупер. Но не покажем, потому что не хочет, не хотите, вот такая. Ну чё, поскакали потихоньку грунтовать. Обычный грунт, обычный тиффин-грунт. 1 к 6, 1 к 7 с водой. Обеспыливание. Я говорил раньше, да, что мы не выравниваем эту самую впитывающую способность этим грунтом. Нам этого не получится добиться и достичь. Нам это не нужно, получение пленок. Чисто обеспыливание. Мы уже прошлись. Ну, в этой части квартиры мы еще не тусовались, а в этой части мы уже прошлись. И везде запылесосили полностью все, укрыли все кирпич, весь укрыли, подготовились к этой работе, и только потом грунтование, стараясь попасть глубоко вот туда, за эти вот цветочки, которые вот такие, ну, как бы не предназначены для того, чтобы за них очень удобно это было делать, ну ладно. И нам нужно еще лучше обеспылить, особенно лепнину, особенно в поднутрениях. Вот как выглядит новодельная розетка, это новая розетка, новодельная, она такая вся, ну скажем, без особых поднутрений, да, и вот старая порезка, которая вот с такими дикими поднутрениями по несколько сантиметров глубины туда, за этот цветок. То есть там цветок, и вокруг него там еще очень много мест, где может скапливаться всякая пыль и так далее. Они там многоруко грунтуют. Да, оно весело, когда всех много, оно весело. Так шлеп, и быстренько идет. Ну, сейчас сюда и чуть-чуть еще. Санузлы на потом оставим. Санузлы там что-то непонятно с краской. Туда-сюда они, наверное, чуть попозже будут. Мы пока не будем цеплять санузел. Без санузла сделаем еще эту комнату. 4-й, получается, у нас слева. И тут еще маленькая комнатенка такая есть. Тоже новодельный карнизец такой же. Маленький, но без конца, вот, без кончика, без перехода на потолок, без вот этой утолщения, без лишнего листа. Почему лишнего? Не лишний, дополнительный. Вот так будет правильно сказать, без дополнительного листа. То есть 5 помещений пока будет в работе. Говоришь, не яйца красит человека, да? А человек яйца. Да, но мы еще не будем красить эти яйца. Мы еще подождем, мы пойдем, как нам надо пойти. У нас все высох, естественно, грунт. И мы начнем сейчас покраску. А здесь потом пойдем. Потом, здесь потом дойдем, понятно? Понятно, что потом дойдем здесь. Тут-то немного, вроде бы, ну как бы. Там как-то они разразненные в этих помещениях, они как бы по-разному все, эти самые стены везде, и кажется, что они как бы, что их много помещений, там как будто бы одно помещение, как будто бы проще. На самом деле нет, но как-то так. Пойдем мы начнем постепенно оттуда и пойдем сюда. И начнем мы этим, хавшпрыгрунт. Вот что.
Ну что, погнали? Это самое наше сокровище. Одна баночка у нас всего-навсего, одна малюсенькая баночка. У нас много, 6 помещений получается. И нам придется все-таки его, наверное, чуть разбавлять. Хотя когда-то, я спрашивал, технолог не рекомендовал его разбавлять. И поэтому мы сейчас подумали так, мы пойдем там везде. Какие они шумные, орут там все. Ой, подальше надо от них. Мы пойдем только по лепнине, без карнизов. Какую-то часть сделаем только порезку. Какую-то часть сделаем только порезку, чисто не разбавленной. И потом на карнизы чуть-чуть будем разбавлять, потому что иначе нам просто-напросто не хватит. Там всего-навсего 12 литров, а у нас периметр, наверное, ну точно больше 100 метров. Ну, как бы я не помню, я когда-то считал, но потом забыл, сколько я там считал, зачем мне это нужно. Площадь где-то 160 метров, да, у нас. То есть сколько тут периметров? Много периметров. Там 3 помещения здесь и 3 помещения там, 6 помещений. Это много, поэтому лучше мы так сделаем. Эту новую, не знаю, наверное, не стоит покрывать, им можно разбавленным покрыть, наверное. Старая розетка вот здесь, где новоделы, старая розетка, ее надо будет покрыть. Ну, как-то вот так. Пока такой план. Поскольку без разбавления нам точно не хватит. Надо разбавлять. Ну, как оно тут? Что? Что с тобой? Красиво это вашу лепнину вонючую. Ну, не крась, почему вонючую? Или она вонючая? Да, вот эта порезка особенно хороша. Сейчас мы поднимемся поближе, как мы ее чистили, вот так же теперь мы будем ее красить. Похоже. А тебе там удобнее всего, я смотрю, да? Как тебе там? Хорошо. Тебе там? Молодцы кайфуют. Молчик кайфует. Я там смотрю, там 25 сантиметров между печкой и этой самой и стенкой. Самое то для тебя там, да? Я смотрю. Хоть слово скажи оттуда. Ничего не скажу. Ну, понятно. Ну, как это тебе? Нормально он доносится? Ну, с предыдущим грунтованием, да. Ну, так какое тут грунтование? Мы все спорим, что это мы грунтовали или не грунтовали. Нет, мы обеспылили очень хорошо. В прошлый раз, когда первый раз делали, мы обеспылили только кистями. Когда вообще прошлый Да, самый первый раз мы самый делали? первый Мы раз, делали когда 6 лет назад. Первый раз мы Или работали, 7. мы не знали, 5, как он себя 5 лет. ведет. Ну, не знаю. Лучше, легко тебе наносится туда или как? Как тебе вообще? Скажи хоть что-то. Спроси через несколько часов. Ну ладно, Легко давайте мне посмотреть или через нелегко? несколько часов, как оно, легко или нелегко. Ну, я вижу, что норм. Ну да, туда прокрашивать вот в эти вот все штуки, отсюда видно, что вообще оно тут не прокрасов пачка, надо крутиться оттуда смотреть, чтобы было хорошо. Нет, не стоит. Я знаю. Конец козырь потом. Ну да. Надо хорошо туда вот внутрь натыкиваться, потому что туда там сантиметры прям глубины. Особенно вот в эти вот маленькие узкие такие какие-то поднутренницы. Да, хорошая порезка, конечно. Красивая и рельефная, но по работе, конечно, да. И я говорил, да, что мы пойдем без разбавления сначала. Только лепнину, саму гипсовую часть. Потом с разбавлением сам карниз. Потолок без этих дел будет. Потолок и так нормально будет. Обойдется без этого грунта. Так, сойдет. Уже очень сложно этот грунт остается в нынешних условиях. Снимай свое кино. Да, я поснимаю свое кино. 1 к 6 у нас грунт был. 1 к 6. И все равно при определенном, если определенный угол, я все равно вижу, не то чтобы пленку, но я вижу блески, мне это не очень нравится. Но уже все, уже так оно сделано. И это 1 к 6. 1 к 6. Ну вот так оно получается как-то. И надо будет, мы на 2 раза, да, пойдем, наверное, раз. Прошлись, и Саша, вот я смотрю, уже за нами пошла микрокисточка добивать это самое. За собой пошла. Потому что где-то не прокрасы остаются после больших кисточек, и надо полностью прокрасить этим грунтом, и она вот за всеми. Сначала за собой, потом за всеми пойдет, наверное, да? Да. Пойдем посмотрим. И вот отсюда будет хорошо видно. Вот, смотри как. Ну, понятно, что это была тут часть, ну не шумите там. Тут понятно, что была часть олифы, то есть это же было покрыто олифой, и где-то здесь еще и олифа отблескивает по-любому. То есть когда-то, когда оно было только установлено, изготовлено, потом установлено, покрыто олифой, и здесь она тоже работает, но вот грунт, все вместе, и вот, ну так, как-то уже очень это гладко, наверное, что ли. Но вот здесь, например, ну все равно чуть-чуть как будто вот такое что-то, но это прям вот под таким жестким углом. Но это не пленка, это нельзя назвать пленкой. Ну, наверное, да, наверное, я что-то
Так, слишком это самое. Отношусь к этому так как-то. Ну, посмотрим, как оно пойдет. Вот, да, надо потом проходить и еще вот докрашивать под нутреницы где-то, чтобы получалось классненько, красивенько, и чтобы все полностью было, чтобы не было черных пропусков. Поэтому мы делаем без света. Чтобы хорошо сейчас видно на этом самом. Да, свет сейчас не нужен. Со светом было бы это все не так. Со светом было бы менее видно. А вот потом будет сложнее, поскольку нам надо будет белой краской по белому красить. Вот это будет сложнее. Но мы уже такое проходили, да, и там лучше делать со светом. Тогда свет как бы на отблеске можешь хоть видеть где-то разницу там слоев. Где первый слой, где второй, еще что-то. Ну чего, на первый кружочек, вот это вот, наверное, да, вот розетка еще осталась. И, наверное, Саша и Ксения, мы втроем, получается, идем как бы в первый раз, а вот Саша и Ксения, они будут, Ксения там закончила тут угол, и они будут, Саша уже прошла, но такой серьезный кусок, доделывать полностью. Будут они доделывать за нами, а мы, может, дальше пойдем на розетку. Розетка прикольная, ну, она одна у нас. И кто смотрел, да, по-моему, такая же розетка у нас была там, где взлетевшие потолки, только у нее были какие-то еще дополнительные какие-то детали, я вот не помню. Или наоборот, это более сложно, чем та. Но они как бы довольно-таки похожи, по-моему. Вот недавно там было видео, кстати, я поставлю сюда ссылку на это видео, где потолочки взлетели, где с Сашей их отремонтировали с Сашей, короче, вот что. Пойдем посмотрим на них. Чего, кажется, там все были на тех, да, потолках, но там штукатурка развлекалась. Вот как вблизи она выглядит. Розеточка эта. Хорошо, все с ней хорошо. Да, не очень-то удобно работает этот грунт. Пришлось его вспомнить, опять же, да? Этот чувак, он быстро залипает и очень не дает он. Это же не краска. Это все-таки какой-то пигментированный изолирующий грунт. Мы его не разбавляли, и он не очень-то он, так скажем, ложится, не очень-то он хорошо прокрашивает, понятное дело. И поэтому неудобный он в работе. Но мы знали, на что мы идем, мы знали это свойство его. Не самый удобный чувак. И поэтому приходится в два круга идти, да? Кто-то прошел вот так, а кто-то за ним, сзади там. Чтобы получалось, он как бы так, Саша прошла, я вижу, ну, вроде норм, вроде хорошо там. А тут надо будет, потому что я с одной стороны только делал, а с этой стороны я не делал. И уже все, и он уже подсох у меня на кисточке. Он уже все уже. В общем, вот так. Как-то не быстро это дело, конечно, ну ничего. И вот туда уже в поднутрение уже надо маленькой кисточки, большая слишком не пролезет. И вот раз кружочек, потом кружочек пододелать, и уже потом, когда это высохнет, и это будет не... Ну, и мы дойдем так до конца в целях разобраться вообще с расходом этого грунта, дойдем до конца подготовленных площадей, полквартиры, пройдем всю лепнину, а потом вернемся, уже будем краской красить. 2 слоя еще. Вот. Это уже у нас 3-я комната, вот это другая порезка такая. Она полегче вроде как. Я здесь не делал, все я делал. Вот. Сейчас пойдем посмотрим. Сюда запихивается. Здравствуйте, да. Легче запихивается. Ну тут оно большое, тут как бы большие такие эти дыры. Или что это? Ну, не рисуй мне пальчики. Пальчики мне нарисовала. Ну и тут, конечно, лучше получается одним проходом. Там потом чуть-чуть совсем надо будет закрашивать. Вот. Ну, потому что есть куда пролезть. Тут кисть может пролезть как бы. Вот. И можно будет сейчас еще там одна розетка у нас есть. Дойду до этой розетки. Вот здесь, где наводил, еще розетка есть. Видно, да? Она чуть желтоватая такая. Ну вот, потом посмотрим на нее в процессе, как она будет. Где-то часть будет сделана уже, и часть, когда останется, вот будет видно хорошо разницу, наверное. И тут новодельное мы уже не будем покрывать. С целью экономии у нас всего-навсего одно ведро, и уже далеко не полное ведро. Поэтому новодельные карнизы мы не будем покрывать этим грунтом. Пока они там доходят до конца, а я пойду, я начну прям уже кистью, большой кистью, вот такой кистью большой уже начну прям карниз. Я разбавил. Да, не рекомендовал этот самый нам, где тут такого света нет, чтобы видно было, как я разбавил, но он такой жидковатый уже стал. Не рекомендовал когда-то нам технолог разбавлять, но это было во времена, он не рекомендовал, когда этот грунт продавался у нас прям. Но сейчас он у нас не продается. Поэтому с целью хоть как-то, чтобы стало чуть лучше, чуть-чуть я разбавил, и теперь можно будет сам карниз пройтись. А вот эти вот товарищи
сотрудники женщины. Они ходят и протыкиваются, натыкиваются, смотри, что делают. Вот. Протыкивают очень страшную эту порезку, не страшно, пугающую. Она как бы вызывает опасения очень сильно. Глядя на нее, поскольку она очень-очень глубокая, очень глубокая. Вот они маленькими кисточками, это уже так идут там эти километры проходят марафонцы, кисточковые марафонцы, вот, или марафонки. Что? Ничего. Ничего, понятно. Ничего. Вот так, по чуть-чуть, тык-тык-тык. Ну, так, выдержи теперь. Ну, вот так это как-то, вот так, и вот так, и вот так. И это все, это же грунт. Ну да, он не прокрасил везде. Это я тут красил, между прочим. Тебе должно быть стыдно. Мне очень стыдно. Нет, мне не стыдно. Там так кистью там не протыкать. Плевалась грунтом? Или в грунт? Плевалась, что плохо загрунтовано. Да ладно, нормально все. Я нормально все делал. Короче, тут же еще 2 слоя краски будет. Поверх еще пойдет 2 слоя краски. Нет, ну мы старались, как старались. Значит. И будет еще 2 раза красочки у нас. Мне сложно снимать одной рукой все. Ну что, оно красится как-то вот. Хоть что-то прокрашивается. Вот, кстати, вот этот излюбленный наш переломчик. Тут есть некоторое количество таких переломчиков поставленных. И вот так как-то вот надо покрыть этим грунтом. Все старое. Все то, что имеет отношение к старому. Кроме потолков. Кроме самой плоскости. Не хватит нам точно, если мы туда пойдем в ту сторону. Так что обойдемся без этого. Надеюсь, у нас это прокатит этот вариант. Ну, хотя бы вот сложный рельеф. Если что там произойдет, где-то какое-то пятнышко, там можно уже как-то что-то там поработать, как-то, если вдруг что. Но здесь в сложном рельефе лучше бы ничего не происходило такого. Конечно. Ну вот. Вот так как-то оно. Говорю, давай лампочку поменяю. Тут лампочка Ильича какая-то. Говорит, не, нормально. Потому что тут есть более яркий. Но, наверное, и нормально, да. Потому что, чтобы хорошо было видно, это крайняя розетка осталась. В этой половине квартиры у нас осталась только вот без этого грунта одна розетка. Сейчас вблизи посмотрим. Ну, вот такая какая-то разница получается. Кто помнит, помните, она была и синяя, аж синюшно-белая. Сначала она была очень желтая, когда мы ее переприклеили, а мы ее, кто там смотрел, не смотрел. Кстати, я вставлю ссылку вот на наши манипуляции с этой розеткой. Вставлю ссылку, она появится прямо сейчас. Так вот, когда мы ее приклеили на гипрок, она мощно выделила. Тут пошла желтизна, мощнейшая, прям очень жесткая. Потом мы ее помыли каким-то хлорсодержащим концентрированным средством, и она стала белая, прям белая. Вот такая была вся, вот такусенькая. И потом обратно чуть-чуть вот так повыходила местами, ну потому что ее подмазывали, дочищали. Она была не чищена, мы ее зацепили, потом только чистили. И вот здесь сводили ее в потолок. Как бы вот, кстати, вот так вот это выглядит. Я не знаю, как камера видит, мне глазами не очень хорошо видно, но им лучше свет сюда не надо, поскольку, ну, как бы так видно хорошо, контраст нормально. Вот, поэтому вот как-то так это. Вот снизу получается, вот желтизна, он еще высохнет грунт, и он еще больше. Так он ее перекрывает. То есть, собственно, вот для таких целей он нам здесь и нужен. Вот так работать со старыми, как бы со старым гипсом, со старыми деталями. Вот, и вот так он закрывает ее. По-моему, хорошие такие. Сравнение, конечно, крутое, да, получается. Я вот так вижу, хорошо вообще. Да. То есть и дальше еще 2 слоя краски, это будет прям, будет как, надеюсь, что это будет как обычно, хорошо. Вот. Так, а сюда я пришел за тем, чтобы показать, вот как это выглядело там, где мы сейчас работаем, вот приблизительно так было, да, вот сейчас запомним, как это было, потому что оно там же изменилось, там же покрашено. Я просто сейчас наблюдаю чуть-чуть, как бы, что на самой лепнине она как будто бы чуть желтая. Вот. Вот так.
То есть я типа попытался это сделать на сравнении таком, да? Просто вблизи видно, есть чуть-чуть желтые какие-то места. По идее, если бы не этот грунт, то обычная краска была бы намного хуже. Но у нас еще будет 2 слоя краски на этом грунте, и по идее мы все перекроем. И если вдруг нет, то потом мы сверху еще раз мазнем, оставим себе остаток чуть-чуть этого грунтика и еще раз, может быть, сверху мазнем, если где-то будет прям выход желтого. Но как бы вот почему-то порезка кажется, как будто она более желтая. Вот так. Хотя это просто слой грунта, это даже не краска. Точно так же влагу вытягивает. Да, конечно, это же из-за воды. Когда я за счет влаги вытягиваю желтую. Слегка. Ну да. Но все равно он призван ее блокировать же. Но он же, да, но и он ее блокирует, но это происходит не как будто бы мы покрыли там непроницаемой какой-то дикой пленкой. Так, я где-то видел просто такие места, ну вот, наверное, вот здесь может быть понятно, да, как это выглядит. Вот там подутень чуть как будто бы более желтые. Где-то еще видел сверху. Я уже сейчас так не покажу, наверное, вот здесь может быть. Чуть-чуть так. Чуть-чуть, самую малость. Но в целом она как выглядит, как будто бы чуть-чуть она более желтая. Ну, кроме вот плоский, такой он светлый. Не знаю, такое впечатление. Но опять же, еще будет краска. Это не краска. То есть это грунт пигментированный, но он не краска. Вот так. Что вы крякаете? Ну, ясно. Ну, как-то так это происходит тут. Вы практику их насильно заставляли. Практиканточки. Они тут про практику говорят, что практику. Нас говорит, насильно заставляли практику выполнять в училище. Ой. Не вырежу я это. Это интересно. У нас интересные бывают беседы, но мы о них никому не расскажем. Да? У нас есть такие приборы, но мы о них никому ничего не расскажем. Или как-то там так пелось. Короче, они тут пока доходят, проходят за нами поднутрение, которое мы, конечно, не очень хорошо прокрасили. Мы начали красить краской прям. Сначала покажу, что мы красим. Покажу я, наверное, один раз это, потому что это бессмысленно. Так, можно убрать свет, все равно бессмысленно. Хоть со светом, хоть без света, все равно ничего не видно. Потому что это белым по белому. И вблизи, под светом, чуть-чуть что-то на уровне там чуть-чуть более желтое, а там чуть-чуть более белое. Вот так оно видно. Я покажу вблизи, потому что издали это одинаково, абсолютно одинаково. Я просто знаю, где я не красил. Вот если так смотреть, я просто знаю, что вот этот раппорт я не делал. Вот он. Вот здесь не сделано. А вот туда и туда все сделано. А этот угол вообще не крашеный. То есть и по цвету это плюс-минус одно и то же. Ну, как хотя бы один цвет поверну. Или будут полоски, будут. Что-то полосы появляются. Непонятно почему. Непонятно почему. Вот так как-то. И все равно я разницы не вижу никакой. Полосы кидает под этим, под цветом. Сразу полосы появляются, я не знаю, как там настраивать, у меня нет ни настроения, ни желания так делать. Короче, из всего вот эта порезка, мы сейчас идем, как бы, мы прошлись полностью грунт, и идем отдельно порезка, и отдельно, опять так же, как мы проходили, просто сами архитектурные обломы, ну, не только порезка, имеется в виду весь гипсовый декор отдельно, и так 2 раза. То есть мы сделаем, как бы, как оно должно быть, грунт и 2 раза краска. И вот из всего вот этого вот пояса у меня покрашено, кроме вот этого, например. Я не знаю, как камера видит, я глазами чуть-чуть вижу, что здесь более желтое в внутренних. Вот та вот желтизна чуть-чуть, которую как бы закрыл грунт, получается. Как сработал грунт. А вот покрашено. И вот покрашено. О, мокрое, кстати, в лес. Здесь покрашено, а здесь не покрашено. Как это видно, я не знаю. Ну, как-то вот так. Вот на таком уровне видно. А вот в следующий раз, когда мы будем красить, это уже, ну, как бы чисто на отблеске, потому что вообще ничего не видно будет. Как-то вот так вот, если красить, будет ли что-то видеть в это время камера, я вижу чуть-чуть вот это как бы более желтое, оно уходит, как будто бы вот такое что-то, да? Вот типа я закрасил, оно стало чуть светлее. Ну, как-то так. То есть надо знать, где начал и где закончил. Можно цеплять себе, делать флажки из этого самого. Из скотча малярного. Как-то так, чтобы понимать хотя бы где чего. И вот так изнутри, ну чуть-чуть, наверное, да, чуть-чуть видно, что там чуть-чуть более темный. И это по-разному. Лучше, конечно, свет поставить. Свет бы, может быть, что-то показал бы.
ну, чуть лучше, на каком-то уровне, там, плюс 5%, плюс 3% видимых. А так, как-то вот так. Видно ли отсюда что-то? А, наверное, видно, да. Вот отсюда, вот сейчас мне хорошо видно, что здесь более темное, вот здесь, вот именно под таким углом. Здесь более темное, здесь светлое, вот здесь покрашено. Именно краска уже. Ну-ка, давай сразу же красочки туда накинем. Ну да, в принципе, да. В принципе, вот меняется что-то чуть-чуть. Ну так, да. Медленно, но верно. В общем, так и мы и будем красить еще один раз. Получается, да, грунт и 2 слоя краски. Ну, как бы по своим там, по своему какому-то алгоритму, который нам удобен. Сначала отдельно лепнина, потом отдельно карниз. И потом Саша говорит, Саша говорит, что она катнет, потом 2 раза закатает. Потому что мастер закаточных дел, она нам валиком пройдет 2 раза потолочек еще. Краской. Грунтом нас точно не хватит, мы не будем даже смотреть в эту сторону, чтобы его использовать туда. Не получится у нас на потолок. Одно ведро всего. Так, по поводу краски. Краска у нас, я не помню, снимал или не снимал, но сниму еще раз, покажу, чего какая краска. Краска у нас вот такая. По рекомендации из Каймана, из Аллигатора, вот этих вот товарищей, мы взяли, да, в принципе, но он пахнет, она чуть-чуть, как будто ПВА, чуть-чуть. Такой у нее чуть запах. Она какая-то, ну нет у нее акрилового запаха. Так, состав. И состава я не вижу. Тут нет, надо смотреть его в это самое. Если я не забуду и вспомню, а я попробую так сделать, вспомнить, не забыть, я закину ее ТИ, техническую информацию, закину в описание к ролику. На этой порезочке, смотрю, тоже не быстро. Да, это самое, докрашивать, ну, этим грунтом краской проходить. Вот, как бы не сделано, и вот сделано. Но хорошо видно, прям хорошо видно, где-то до конца полностью, досконально. Микрокисточкой вот этой вот. Вот, да. Могло бы быть легче, но нет, не легче, тут не легче. Легче всего будет здесь. На самом деле мы все сделаем самое сложное. А здесь будет проще. Здесь будет проще, поскольку тут, ну, как бы плоско. Тут плоско, тут нет этих дичайших поднутрений. Тут будет проще с этой стороны, в этой половине квартиры. Ну, вот такие, да, штуки-дрюки. Туда обычная кисть туда не пролезает, а тоже маленький же не будешь делать. Так что, наверное, может быть так эффективнее, как мы делаем, что кто-то вот так быстро, грубо, кто-то вот так, то он, не знаю. Ну, вот как-то вот такое туда прокрашивание. Как думаешь, нормально бы прокрасил бы этот самый, безвоздушка, прокрасила бы эту штуку? Залила бы. Надо было бы материала раза в 2 больше. Да, там только через залив какой-то. Там реально поднутрения какие-то, внутрь прям реально вот за лист. Лист из-за него поднутрение. Не прямой выход, а как бы лист нависает сюда. Что? Ну да, ну в общем вот так оно после мелких этих кисточков, вот так вот до. Угу. Все, красим, подкрашиваем, по чуть-чуть красим. Вот, я уже тут, там ничего не видно. Что бы я ни пытался показать, тут это все бессмысленно, поскольку оно не видно. Я так могу на пальцах просто объяснить то, что происходит. Здесь первый раз красится карниз, потом будет второй раз он красится кистями, а потом будет краситься сама плоскость. И прозетка параллельно с карнизом где-то так, она погрунтована просто. Вот разница вот такая. Ну вот камера лучше видит, чем глаза. У меня глаза так не видят разницу, как бы, ну, тона. Камера намного лучше видит. Я вижу практически как одно и то же. Ну, такое, какое-то такое оно. И с той стороны уже у нас с самого начала пошла Ксения дефектовать. Здесь мы тоже покрасили на один слой, получается, и здесь на один. Ну, ничего не понятно. Вообще я не буду, даже я брошу эту затею, эту дурацкую затею, показывать, пытаться белое на белом. Ты что, дефектовочки? Дефектовочки чем? Дефектовочки вот чем. Вот. У нас есть вот такое. Это типа, я так понимаю, это то, что было когда-то, тут типа как Simlight. Это чуть другая, наверное, Ultralight Feeling. Вот, ультралегкая заполняющая шпаклевка. Смитовская штучка, ULF 045, как-то так. Ой, пойдем посмотрим, что она вообще заделывает.
Ну, а чего тут? Вот такие места, например, вот. Даже не видно отсюда, камере видно. И вот тут где-то, ты говоришь, дырку нашла. Ну да, там не отверстие, там прям дырень огромная, которая уже точно не закрасится, ничего не произойдет с ней. Вот. То есть это прям каверна, огромная каверна, которая была при, как бы, при изготовлении, когда отливок был, там как пузырь был. И когда подмазывали, просто не заметили. Сейчас самое время вот такое что-то пройти и заделать, наверное. Но я больше не вижу такого, что-то прям дикой дичи какой-то. А должно бы быть что-то еще. Ну вот, в общем, надо проходить и смотреть это все. Собственно, вот все этим не занимаются. Она уже комнату практически прошла. Ну, как бы, это не очень-то быстрое занятие такое. И бывают еще какие-то сколы на этом самом, здесь, на самом карнизике. Ну, не знаю, вот это, ну, можно это вот мазнуть пальцами, так вот пальчиками, чик-чик, и вот его заделать можно будет. Когда-нибудь так. Вот. И, в общем, так она и пойдет за нами по кругу, а мы пойдем потом за ней и будем красить здесь слой, а потом еще один слой краски. И потом Саша в конце, скорее всего, так мы договорились, что Саша потом пойдет по плоскости валиком просто. Катнет, тут закатает все и будет ново, наверное. Все, нет дырки. Нет дырки. Ну и ладно. А вон сверху я вижу дырень вот туда. Вот там. И вот тут каверночка маленькая. Ой, ты потом лучше с лестницы вот эти. Мне их не видно. Вот тут вот. Вот так вот. Да? Ну как-то так. Ну да, и потом этой самой. И потом закрасится это все. Это уже слой тут краски присутствует, и будет еще один, и будет много. Ну, она как бы нормально, ну, как бы Симлайт, он хорошо для этих работ очень. Она высыхает в течение пары часов буквально. Так что вот, такое еще занятие. Ну, так надо сделать, чтобы уже было, получилось, чтобы нормально все. А вот еще отсюда мы передвинулись, вот еще я вижу маленькую каверну. Такую. Что это такое? То, что проявилось. А вот смотри, опа, каверночка на тяге. Вот она. Вот. Не знаю, там какая-то полоса, но не буду перенастраивать. Вот такое. Это все надо заделывать, по чуть-чуть дефектовать. Чтобы в конце, ну, было нормально уже все. Как-то так. Ну что, хоть что-то видимое поснимать, то белым по белому везде невидимо. Ну что, Саша начала эту половину. Говорит, я одна все покрашу, все одна сама буду красить. Ну ладно. На 2 слоя. Первый слой там на 3%, да, потом следующий слой без разбавления и будет норм. И, наверное, будет хорошо. Ну, сейчас высохнет когда-нибудь и будет понятно, что тут происходит. Так-то вот. Так-то вот здесь все лепнина покрашено на 2 слоя, везде карнизы, розетки и так далее. Все уже готово, подготовлено к тому, что можно закатывать. Закатывать. И еще одна комната, где можно хоть что-то увидеть, как оно было и как оно что-то, как оно получается, что-то. Первая слева комната получается, и вот так. А тут эта штука. О, я не могу. Давай я чуть разверну, пока. Покатай просто так. Покатай мне, большая черепаха. Не очень-то оно катается. Сколько я свет забрал. Ну, как-то так. И оно высохнет, будет беленькое, а потом еще слой, оно будет одинаковое. Наверное, так. А было оно и так беленько, потому что тут это самое. Тут Родман паста, она светлая и только чуть-чуть противная. Но. Пойдем дальше. Вот так. По-моему, здесь пропустил, что здесь красился слой. Ну, здесь он красился слой. Понятное дело, что везде он красился. И белым по белому, и тут нечего уже смотреть. Тут расходитесь, тут нечего смотреть, да? Да. Белым по белому, второй слой. И оно уже фактически готово, как есть. Потом я вырублю когда-нибудь свет и придем посмотрим все, как оно выглядит в этом самом. Ну, вот это такой гадкий вот этот цвет мигающий, выключим. Потом посмотрим, как оно, в принципе, покрасилось. Покрасилось, ну, если учитывать, что мы 3,5 раза шли по порезке и по, ну, как бы по всем лепным элементам, то, наверное, хорошо покрасилось. Я так думаю, что... Ну, как-то так оно. Ничего не понятно. Мне не видно глазами вообще ничего. А что она видит? Она видит просто издали отблески, все. Чуть-чуть, где она проходила и так что. Ну что, докрашивается у нас эта половинка квартирки. Маленькая половиночка квартирочки докрашивается. Докрашивается или не докрашивается? Докрашивается. Да.
Ну так оно как-то так. Бело, одинаково бело все. Даже и сказать нечего, не знаю. Все какое-то становится одинаковое, невыразительное, как по мне. Ну и мы дальше уже пойдем сюда. Здесь подшкуривать. После основного этапа шпаклевания все было вышкурено. Потом еще добавлена шпаклевка здесь, шпаклевка в падугах. Уже такая суперфиниш белая, да, вот это Родман паста. И чуть-чуть что-то где-то как бы продефектовано. И теперь все эти дефектовки надо зашкуривать, а их достаточно так много. Ну, потому что большой объем тут. И вот, и потолочек еще пошкурить, и вот так. И получается большая часть у нас же количественно помещений готова, поскольку у нас всего 1, 2, 3 и здесь еще прихожая. 4 помещения получается. Вот там она. Не достать. Гвоздичек. А сделали мы, получается, 5. Ну, чуть больше сделано, чем предстоит, вроде как. Ну, учитывая то, что порезка там, порезка тут просто дичайшая, порезка сложная. Особенно вот та порезка, которая была вот здесь. Это очень сложно было. Это прям, ну, как бы она не хотела краситься абсолютно. Прокрашиваться не хотела. Но тут проще, с этой стороны все проще. Намного проще, надеюсь, пока что выглядит так, как будто это сильно проще. Запылесосила? Пылесосила, все запылесосила, все готово, пропылесошено. Все, поехали. Поехали, все погрунтовывать. Чтобы можно было дальше продолжать. Здесь у нас замена этого самого, чуть-чуть замена. Один к одному с водой на плоскости, потому что у нас тут пошли проблемы с плоскостями конкретного. Я потом позже покажу, что там происходило. Но сейчас мы делаем так. Обычный грунт, тифингрунт. Один к одному на плоскость и везде дальше туда в падугу, на лепнину и сюда на лепнину. 1 к 5, 1 к 6, так как делали везде. Но конкретно на плоскости, там, здесь, конкретно на большие плоскости везде 1 к 1. Как, собственно, написано на самом бедре тифингрунта. А вот что говорил позже. Видно? Вот. Короче, наслоение, она местами наслаивается при покраске, и я думаю, есть способ, мы попробуем это все выправить, поскольку краску мы менять не будем, это точно однозначно, но местами она как бы очень быстро становится густой и быстро высыхает, то есть невозможно поддерживать мокрый слой, может быть, потому что Саша одна это делала, может, если у нас будет больше, 2-3 человека, мы сможем это сделать, потому что ты стоишь под ней, и это нормально. То есть все хорошо. То есть это не прокрас, это просто как бы наслоение. Слой на слой получился. То есть она пока прошла участок, пришла в следующий раз, она сразу в нее схватывалась там. Да? Или нет? Да или нет? Правильно я все рассказываю, как там происходило с этой краской? Почему эти полосы там? Потому что она быстро сохнет. Ну да, быстро сохнет, быстро очень выхватывает из мокрого. И она похожа на... Ну, я потом в конце скажу свое как бы мнение такое общее наше по поводу этой красочки, но если бы у нас был выбор, можно было бы ею не пользоваться. Надо было идти в сторону какой-то другой, в сторону Капорола, который, кажется, у нас есть, ну, как бы, ну, это такое, можно было идти в другую сторону. Но мы уже покрасили большую часть этой краской, поэтому будем ею продолжать. Но... Если бы вернуть назад, то можно было бы по-другому, но мы не будем возвращать по-другому, нам придется сделать так, как есть, поскольку большую часть я уже сделала. И да, она очень неудобная в работе, она неудобная, это не Phonix Matte, которую мы знаем, к которой мы привыкли, это абсолютно не то, это что-то другое. Ну, потом в конце ролика расскажу все мнение по ней. Так, все прогрунтовано, дожидается, ну, посмотрим, мне кажется, до завтра, ну... Тут хорошенько пожелтеет в этой комнате. Здесь тоже в прихожей все готово. Дожидается нас. Здесь не грунтовали. Здесь, потому что там пришлось подшпаклевать местами. Потом можно будет, когда высохнет, потом чуть подшкурить и грунтануть. Да, и здесь, я думаю, да, здесь будет желтизна, потом появится сразу же. Это будет завтра прям.
Прям хорошо пожелтеет до завтра. Я прям уверен, вот это весь участок, и эта розетка, и вот тот блок. Здесь меньше будет, но вот здесь будет больше. С этой стороны, там уже фасадная стена. Посмотрим завтра, как высохнет она. Осталось полюбоваться. Получается, что я говорю, коричнево-желтое, ничего не особо. Ну, чуть-чуть, может быть, наверное. Короче, осталось полюбоваться только последний, крайний раз чем-то видоизменением красивым, поскольку больше видоизменений здесь уже не будет, поскольку здесь у нас уже в этой половине все покрашено. Коричнево-желтым покрашено? Нет, оно стало таким чуть более, как по мне, желтовато после грунта. Или не стало? Я предлагал полюбоваться видоизменением. Каким-то хоть чуть-чуть. Как оно хоть чуть-чуть, где-то что-то видоизменяется, поскольку белым по белому мы уже больше не сможем смотреть, как оно видоизменяется. Здесь намного легче, конечно же, яйца, которые красят. Люди красят яйца. Человеки красят яйца, а не яйца человеков. Ну, как обычно, ничего не понятно. Маленькой кисточкой. Надо больше, наверное, покрасилась маленькой. Не, она идет этой самой. Ну, где-то там в подвнутренницах надо просматривать, где чего. Тоже пойдем сначала лепнину, саму лепнину, ручную лепнину, прирученную лепнину, не какую-то, не дикую. Короче, лепнину отдельно, а потом геометрию, карнизы отдельно. Так будет, наверное, легче, проще, понятнее. Розетка входит в лепнину, не входит в карниз. То есть отдельно лепнину маленькими кисточками, потому что размер кисточки важен, размер важен кисточки. Маленькая кисточка сделала, потом уже кисточку побольше, и можно уже как бы красить сами эти самые. И не красить, а это грунт хафшпильгрунт, который у нас работает против желтизны. И в принципе он работает, без разбавления. А потом с разбавлением на карнизы, чтобы нам хватило, у нас осталось меньше, чем пол ведра его. Розеточка красится, покрашивается по чуть-чуть. Ну, так еще хуже, так вообще ничего не видно. Ну, я пытаюсь это самое поснимать, что-то она не дает поснимать. Ну, оставь, отпусти ее. Ты специально мне мешаешь. Я говорю, снимай, когда я захочу. Я говорю, я снимаю, когда я хочу снимать. Нет, ты снимай просто, когда я хочу снимать его. Да что непонятно. Вот так. Она большая, действительно большая. Она больше метра, вот так. В радиусе. Ну, короче, от центра до края. Да, больше. Тут больше метр 20. А? Больше лампы. Больше чего? Лампы. Какой еще лампы? О, огромная. Ну как тут? Я не знаю, как тут поснимать. Она становится беленькая. Ну-ка я присяду. Потому что тут эта лампочка нам так светит. Сильно очень яркая лампочка. Мы делаем без света, без специального дополнительного света, потому что сейчас на этом этапе лучше видно просто. Вот, ну как бы видно, где чего, где не прокрашено и так далее. Потом нужен свет уже. А сейчас пока не нужен. Ну вот так. Как-то так это выглядит. И потихоньку одна комнатка уже становится более такая поразительная. Эти самые розеточки мы везде прошли. И вот теперь розеточка. Вот так будет, наверное, хоть что-то видно. Почти покрасил этот угол, и потом вспомнил, что я хотел поснимать, но у меня еще один там остался не покрашенный. Может быть, посмотреть, какой он был, какой он стал. Ну, вот чуть-чуть. Ну, вот видно, насколько оно было коричневенькое такое вот. Как бы и какое оно становится после этого хафшпильгрунта. Вот такой уголочек. Это уже следующая комната. Вот так. Вот так вот. Так. Вот такие они покрашенные. Но это еще не допокрашенные, потому что там Ксения идет по кругу, и она еще... Мы с товарищем тут вдвоем, товарищ, который не снимается у нас в видео, они там вдвоем, и они как бы... Ксения идет мелко, кисточкой, короче, со всеми. Собирает кое-что за всеми. Короче, вот не покрашенный. И вот так это выглядит. Вот. И вот такой уровень темных тонов тут, и вот этой желтизны на краях листочков. Вот. И потом вот так это выглядит после грунта. Угу. Вот такая разница. Вот так и еще раз вот так. Вот. А я там все смеешься. Кто докрашивает розетку? Я с ней красил, потому что у нас слишком
Ты меня Краска выгнала. веселящая. Выгнала меня с розеточки. О, она теперь стала однотипной, одноликой. Одноликая розетка, вот что. Вот, вот так. Было все, розетку не покрасил, я успел. Чуть-чуть, все осталось недопокрашенной розетки. Тут маленькая розеточка в прихожей. Малюсенькая. Такая маленькая прихожая. Та, которую мы переместили раньше, там была, а теперь она тут, и как будто бы там она никогда не была, как будто бы она всегда тут была, вот тут, вот тут. Вот, беленькая. Ой, тут карнизы под это самое, покрасить, когда все, и будет нормально, станет хорошо. Будет как будто бы тут так всегда и было, на самом деле. Ну, о чем мы сразу и говорили. Ну и вот и крайняя оставшаяся, как бы вот крайняя розеточка у нас. Вот она. Самая желтая из розеточек. Прям это не тени, не, это такая, там она местами желтая прям. Ну почему-то на ней хорошо желтизна прет, оттуда выпирает, вот. Вот такая она осталась, так мы ее сейчас и покрасим, закрасим эту розетку. Ну и посмотрим, как потом. Потом сквозь этот грунт, сквозь хавшевый грунт, желтизна местами где-то чуть-чуть, она как бы чуть-чуть пройдет, но краска ее в 2 слоя перекроет. И это будет хорошо. Я надеюсь, мы чуть-чуть еще сможем оставить там капельку этого грунта, в случае чего, где-нибудь там в будущем может пригодиться, там собственнику оставим, в общем. Вот так. Ну, да, вот эти желтые ребята прям очень сильно. Особенно на контрасте вот с белым. Они прям такие желтенькие. Обычная вот эмульсионка это бы никак. О, кусок. Покрашенный кусочек. Вот так. Вот так теперь. Ну да, видно как бы на этом самом, на этой штуке, как она, на контрасте хорошо видно вообще, как оно, вот, как оно это все перекрывает. Это реально, да, вот такие вот желтые места, реально такие вот желтые пятна, то есть, которые вышли, мы не обрабатывали здесь, по-моему, ни разу, этой самой, как она, белизной, а вон прям вот такие, вот такая жесть, но она с той стороны такая же была. Теперь так, не так, а с этой стороны вот, вон прям. Но камера видит по-другому, камера видит прям очень как коричневая, как черная прям. Глазом не так, глазом она все-таки такой золотисто-желтый. Вот, и вот так. И с той стороны, как бы, вот это же была как бы такая трещина, видимо. Тут штраба, видимо, была. Туда эта трещина продолжалась. И то она также заделана, потому что это половина розетки. Вот так, половина ее. Туда она продолжалась, и вот так. Так пока перекрывает. Так пока перекрыто. Опа. А ну-ка. Сядем и посмотрим вот так еще. Ну вот как-то вот так. Мне уже не захватить ее, иначе я вот лампочка попадает мне вот эта. Светящаяся. Вот так. Говорит, что значит видимо типа? Ты что забыл, что тут штраба была? Я ее не делал руками своими, поэтому я забыл, что тут была штраба. И это было... На минуточку, мы здесь почти год уже работаем, да, уже почти год прошел, 10 месяцев. Прошло с тех пор, как мы начали здесь работу. И делалось это когда-то там, не знаю, полгода, может быть, назад. Да, здесь трава, да, я помню, что здесь этот провод, он шел как-то оттуда, с той стороны. А теперь уже никто не знает, как он шел. И сейчас закрасится это все этим грунтиком. И уже вот, и закрыто все будет. Вот. Так. Чего у нас получается, вчера мы закончили грунтовать лепнину, чисто лепной декор, лепнину саму, не карнизы. Сегодня карнизы чуть разбавленным этим хавшпригрунтом, потому что его осталось очень мало, и желательно, чтобы осталось еще. И да, со вчерашнего дня на лысо, но это было самое тут такое, как бы напитанное, самое желтое, ну как бы коричневенькое даже, скажем, местами. В принципе, норм. В принципе, норм издали. А вот вблизи, если я сейчас поднимусь, я просто знаю, куда смотреть, и там есть какие-то места, где есть чуть желтизна, но краска ее перекроет. Скорее всего, 100% перекроет, поскольку у нас в той половине квартиры были подобные места. Я глазами вижу, я знаю, куда смотреть приблизительно. А вот как камера видит, этого я не знаю. Экранчик слишком маленький у нее, я не могу сказать. Вот, тут раньше были прям такие 2 коричневых таких полосы. Вот. Ну, камера, в принципе, я вижу, она их видит. Но я глазом не так вижу, как камера. Мне глазу, как бы, они такие чуть-чуть видны. То есть, скорее всего, этот самый перекроет их красочка.
Я видел тут какое-то неприятное место. Вот смотри, что происходит тут местами, да? Видишь? Это самое. У меня даже нечего. У тебя есть что? Хоть что-нибудь? Нож. У меня есть нож. Вот что. Вспомнил, что у меня нож есть. Видишь, что происходит? Местами, вот так бывает, сухая лепнина, и она вытаскивает. Пленку стал этот грунт вонючий. Местами вот так. Он как тварь встает в пленку, и все, ты ничего с ним не сделаешь. Там где-то может чуть-чуть какая-то остаток, может мело где-то чуть-чуть был, может слишком сухое, но хотя это же грунтовалось. Но ему это не подходит, ему это не нравится, и он бывает вот так может делать. Так что надо просматривать и убирать как бы вот эту вот корочку и заново переделывать местами, точечно. О, а да, я мазну местечко одно. Вот туда. О, и вот, как будто ничего не было. Не было ничего там, понятно? Ну, так. Вот. Но она такая, как бы, была очень желтая, и сейчас она не ослепительно белая, эта розетка, скажем так. Вот видно. Тут мы уже заход на потолок туда пошел, а тут вот так. Видно же? Наверное, хоть что-то. Чуть-чуть, да? Тут более так, теплый оттенок. Угу. И вот краска, это, по идее, должна все перекрыть. Ну вот, хоть чуть-чуть запечатлеть, как оно получается. Потом будет, ну как бы не будет видно, все одинаково белое будет, а хотя бы хоть чуть-чуть, чтобы разница была видна, как оно что. Здесь видно хорошо, вот здесь прям хорошо мне глазами видно, и камера, наверное, видит. Это же один и тот же грунт, чуть-чуть разбавленный для карнизов, чтобы хватило, да. И видно, что как бы более светлый карниз, сам карниз, вот эти части. Угу. Ну, гипс, он был такой напитанный этими деревяшками, поэтому вот. Но краска это все подровняет, собственно. Ну, вот и этот карнизец вот так. Был таким, а стал таким. Становится таким. Перед тем, когда был таким, вот. 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 И вот. И вот. И вот. Побелили уже. Наконец-то побелили уже? Побелили уже. Белилками. Побелили. Угу. Ну и единственное оставшиеся уже тут. Эти самые приходы у нас. Остаточки карнизиков. Карнизиковые остаточки там и все. Вот так. Ну вот. А так-то все уже норм. Все уже одинаково. Это такое прям. Ничем ничего никуда не выделяется. Остались только потолки. Ну, это уже будет краска. Это же грунт. Пока был только грунт. А краска будет дальше. Пару слов про нашу эту красочку. Ну что? Не скажу. Хороших слов у нас нет про эту краску. Мы вынуждены, мы должны ею сражаться. Она не скажет. Она не скажет, я скажу. Для определенных задач может. Для определенных задач, да. Для определенных задач эта краска хороша, но как получилось? Получилось так, что я особо не выбирал, я обратился, куда я обращался раньше. И мы пользовались раньше краской Phoenix Matte, аллигатор. И обратились к Кайман. Нам сказали, возьмите вот этим хорошая немецкая краска, она норм. Ну, нас ее брали и говорили, что она норм. Может быть, кому-то она норм. Нам она оказалась не норм для ручной покраски. У нее второй слой, расход ее больше, чем на первый слой, получается. Она собой представляет, она густая, и собой она представляет такую, скажем, если Phoenix Matte была как высокотехнологичная побелка, то это просто как какая-то странная побелка. То есть она как будто побелка, реально, она что-то типа ПВА, там, я говорил, я скинул, скорее всего, в описании к ролику, там есть ее техническая информация, это такая, как некая побелка, и она очень хорошо, очень добротно прилипает сама на себя и сохнет сама на себе очень быстро. Вот так. И причем на новоделе, на непрогрунтованных, вот хавшпрегрунтом, основаниях, на тех основаниях, где не выровнена как бы впитывающая способность, она, естественно, как бы прилипает совершенно по-другому, прилипает как-то жестко. Для лепнины, для самой лепнины, она плюс-минус более-менее норм, она такая получается. Не идеально гладкая, но нормально, это хорошо, то есть это же матовая белая краска, но матовые такие какие-то моменты. Но для плоскости не круто. Сейчас покажу, как это выглядит снизу.
именно на самих плоскостях потолков, где мы уже покрасили. Без этого света видно не будет. Вот сейчас, наверное, видно, да? Вот там, вот она. Вот полоска там. Эта полоска Саша в одиночку красила, и вот одна красила, и получается вот еще полоса. Я по-другому никак не смогу показать, если я не буду выдерживать определенный угол. Теперь я свет назад, за себя отодвинул. Ну, не знаю, может быть, что-то и видно, но я вижу глазами вот это полосы переходов. То есть, когда она сделала, например, прошла полоску, передвинулась дальше, начала полосу делать следующую, и вот и все, и краска засыхала. И у нас здесь было так же, здесь я не смогу осветить, но я покажу потом, чего получится на этой стороне, поскольку мы нашли все-таки решение, как бы нам выйти из этого положения, поскольку выходить надо. Краску менять мы не будем, у нас она закуплена, и как-то так, что лучше бы нам ее не менять, лучше нам ею идти до конца. Поэтому здесь мы сегодня провернули такой фокус, мы ее отшлифовали полностью, я взял шлифмашину, отшлифовал тут 2 или 3 даже слоя краски, то есть я шлифанул 180-м диском, прошел, шлифанул, и сверху мы вдвоем быстро, разбавленной краской нанесли слой, и у нас получилось без вот такой дичи. Вот, может быть, сейчас как-то видно что-то, как оно. Его только видно под определенным углом, то есть это все, это не прокрас, это все как бы все норм. Вот смотришь, все классно, все отлично, но нет. Нет, потому что она залипала сама на себя. Не знаю, видно или не видно, но глаза мои видят там. Вот подобные какие-то такие шагрени. Посмотрим так, как оно сейчас. Потом мы произведем такой комплекс мероприятий. То есть у меня где-то там шлифмашина, пылесосик. Шлифуем здесь, шлифуем там. Потом обеспылим, прогрунтуем и еще раз перекрасим так же, как здесь, и посмотрим, как оно получится. Здесь у нас получилось, так что, скорее всего, получится здесь, поскольку это не просто перекрашивание, надо идти быстро-быстро вдвоем, а здесь мы даже втроем, может быть, пройдем. То есть 3 человека будут быстро продвигаться. И поэтому будет всегда сохраняться как бы мокрый слой. Саша в одиночку мокрый слой удерживать не успевала, хотя она довольно быстро красит. Может это дело в наших руках. Вполне вероятно, что дело в наших руках, потому что мы не маляра, мы не занимаемся конкретно только лишь одной маляркой. Может, мы что-то делаем как-то не так, вполне может быть. Мы делаем в каком-то своем понимании и как-то вот так можем выйти из сложившейся ситуации, как оно у нас сейчас получается. Нам еще красить 2 больших потолка, надо как-то вот понять, как бы нам с этой краской совладать. Вот. Накосячил, говорит, и всем показал. Ну, не знаю, раньше у нас так нормальными красками другими у нас не получалось такие штуки, а тут получилось. Вот. И вот такое. И вот, то есть она моментально, как бы, получается, она высыхает. Ты прошел участок, начинаешь следующий участок, и он уже как бы идет на сухое, она моментально впитывает. Потому что мы не выравнивали впитываемость основания, конкретно этого основания. Если здесь мы выровняли, и вот что у нас получается вот так. Такая история, это полностью покрашено, это готово как бы. Вот. Вот, и это все хорошо с ним. И хорошо с карнизом, поскольку карниз здесь прогрунтован. То потолок, вот такие вот истории. И это не круто, а должно быть вот так. Должно быть вот так, все равномерно и хорошо, одинаково. Ну, посмотрим сейчас. Сейчас сошлифуем, подготовим и перекрасим. Вот. Не знаю, камера, надеюсь, видит вот здесь. Ой. То есть вот так она засыхала, она вообще не растягивалась. То есть это пока она вот сделала, скажем, участок, вот такой, да? Ты, получается, с той стороны делала или тут продолжала делать его? Что ты имеешь в виду? Ну ты шла, вот тут блок сделала, а потом с той стороны розетки или дальше? Ну как, я иду, стараюсь на мокрый. Ну вот, в общем, вот такой плод стараний получается. Она мгновенно тут сохла, эта штука. Вот. Где резкий переход, это значит там жирная я не успела растянуть, и она засохла. А там, где вот эти вот толстенная такая шагрень, которая уже не шагрень, а как декоративка какая-то выглядит, у тебя кривой кадр получается. Да. А теперь полосы. Там это я растягивала, я типа валиком отрываю, он уже касается только верхушек, и вот эти верхушки как снежные холмы наросли. Ну, тут видно вот эту вот штуку, да? Сугроб. То есть она реально сохнет сама на себе. Прямо
Она ложится довольно толстым слоем, и получается, она сама себя впитывает. Быстро очень выпитывает сама из себя. Как-то так. Розетка новодельная, розетка норм. Все прокрашено, все с ней хорошо. А вот потолок вот, ну, на плоскости, да. Так-то карнизы хорошо, лепнина хорошо. Ну, не знаю. Ну, вот так шлифованное выглядит. Сейчас пошлифуем, погрунтуем это все, обеспылим хорошо, запылесосим, прогрунтуем аккуратно, чтобы не наляпаться туда. И вот. Ну, не скучай там, мы еще делать. Ну, не скучай, сейчас продолжим. Ну что, стало лучше? Ну да, втроем быстро, втроем успеваешь растягивать, и стало лучше, чем было. Намного лучше. Или хуже? Лучше, стало лучше, прям лучше. Были заборы, такие Саша в одиночку не успевала совсем, а теперь мы толпой успеваем. Поэтому мы толпой сейчас сразу пойдем и эти потолки тоже покрасим. Вот эти потолочки. И мы успеем это сделать даже, наверное, на 2 раза. Прям. Раз пройдем, и потом через 4 часа, у нас сейчас начало дня, и потом еще раз, получается, к вечеру. И у нас будет, если все пойдет хорошо, то эти потолки будут готовы. Наверное, так. Хотелось бы, чтобы было так. Да, вот так вот. Ой, а вот такой небольшой потолок. Раньше казалось. Ну да. Ну что, пока сохнут эти плоды рук, плоды этих покрасок, можно поделать порезку, поделать розетки. Нас много, и мы хорошо, бодро продвигаемся. И здесь намного легче, чем было в той половине, где была эта дикая порезка, глубокая и очень неудобная. И да, вот так получилось. Это мы, получается, с утра мы прошли здесь, перекрашивали. Вот так. Я не вижу, я лампу ставил, тоже не видел каких-то, серьезных каких-то таких штук, которые бы, чтобы видимые какие-то огрехи, да, видимые косяки какие-то. И здесь тоже. То есть здесь тоже перекрашено, здесь нормально, да. Оказалось, да, надо было просто быстрее. Быстрее достигается тем, что нас больше, мы втроем красили. И здесь мы втроем красили, вот на первый слой. Дальше будем продолжать втроем красить. И мы разбавляем краску больше, чем нужно. Хоть это и не технологично. Да, потому что иначе это... Я покажу, как-то попытаюсь показать когда-то, как она выглядит. Я, по-моему, показывал, как она выглядит в неразбавленном виде. Это очень густо, и она очень быстро схватывается. Очень быстро. Может быть, кто-то более опытный, кто работал с подобной краской, может, он бы как-то по-другому бы сделал. Но мы вот делаем так. Нам приходится разбавлять. Я беру это полностью даже не беру, а оставляю. Оставляю это на своей совести, поскольку мы уже так делаем. Беру под свою ответственность, оставляю на своей совести. Иначе никак. Иначе нам с этой краской, по моему мнению, не совладать было бы. Так оно как будто бы получается так, как и должно было получаться. То есть хорошо, нормально, без косяков, без видимых, все гладко, все в пределах разумного. Хотелось бы верить. Ну ладно, нам надо будет еще слой накинуть сюда на эти потолки, которые мы сегодня начали. И посмотрим дальше, что будет, как будут развиваться события. Может, этого слоя и будет и достаточно. Хотелось бы, чтобы было достаточно. И я что-то тут подумал, что... Я же помню в каком-то ролике про покраску, который был раньше, каких-то других объектов, там нам были такие советы. Да, ребята, да надо было просто безвоздушкой покрасить все. На что я пытался там что-то возражать, что, ребят, ну куда, у нас там одна покраска в несколько лет, и куда мне этот аппарат для безвоздушной покраски, и нужно же опыт с ним работы. Так что не знаю, я думаю, что тут тоже могут быть подобные комментарии под этим роликом, что как можно было бы лучше, как можно было лучше всего было бы, наверное, если бы была бы там понятная нам
Phoenix Matte, который мы делали раньше. И все у нас хорошо с ней происходило, и классно мы ее вручную как бы наносили. А эта краска для ручного нанесения в нашем исполнении, пускай будет так, ну как бы не очень-то, не очень вот это вот от Кайман, да, матовая. Не должно оно так работать. Может быть, в безвоздушном нанесении она бы показала себя очень даже хорошо. Может быть. Но у нас нет аппарата безвоздушной покраски, и никто из нас не владеет техникой работы с ним. А экспериментировать на таких потолках, ну, как бы, я не вижу возможно. Пока у нас же тут месяцы, реально проходит время, и я все, ну, как бы я бы забыл это сделать. Вот такое состояние краски, когда она прям... Чем мазнула? Да, венчиком чуть-чуть, сейчас это самое. Я его только что помыла. Вот так это выглядит. То есть это реально очень-очень густо. Очень густо. Вот смотри, вот так это как-то выглядит. На, обратно. Я хотел показать. Я могу палец вот так сделать. Вот так это. То есть и они предлагают на 5% первый. И мы так делали. По лепнине мы шли именно так. 5% первое разбавление, первый слой. И следующий слой уже как бы вот таким. И если по лепнине еще вот эта толщина эта, она ну, как бы прокатывает, то на потолке это уже для нас ручным способом в нашем исполнении выглядело, вы видели как. То есть там реально забор был. Поэтому чуть с разбавлением. И получается в 3 руки вот удалось выровнять ситуацию. Удалось справиться вот с этой вот, ну как бы, с этой шпаклевкой. Это реально жидкая шпаклевка. Это не густая краска, это жидкая шпаклевка по ощущению. И, собственно, ею можно шпаклевать. То есть какие-то микродырочки в пол спичечной головки вполне себе можно зашпаклевывать ею. Как-то так вот. Такая красочка. А, вон Сашка как раз идет. Вот. Кое-что вот такое вот получается. Вот, кажется. Я хотел показать, я же только что, по-моему, для вас только что, для меня уже пару часов прошло, я там пальцами лазил, да, а давай здесь, Аурелия. Вот так. Это, наверное, больше, чем на 5%, процентов на 7, может, до 10% на потолок, чисто на потолок. Вот так нам получается делать. И вот в таком ключе у нас, скорее всего, получится так, как вот там. То есть получится нормально за второй слой сейчас сделать. Сколько здесь подсохло все. И более-менее оно нормально. Вот так. Вот. Вот так. Но когда без разбавления, там прям реально она как шпаклевка, как разбавленная акриловая какая-то шпаклевка. Кстати, про акриловость, никакой акриловости в ней нет. Это поливинилацетат, это то есть ПВА и что-то там еще. Что там еще? Меловой известняк, вот что там. То есть это побелка с ПВА и еще с какими-то присадками. Вот как-то вот так. Такая вот красочка. А что, все подсохло. И все стало очень и очень хорошо у нас. Так что как бы выпутались из трудно запутываемого чего-то, мы выпутались везде с этими потолочками. И хорошо и отлично, даже под светом, и оно тоже очень хорошо все. С светом, без света и по-всякому. Ну и очень хорошо, теперь осталось, здесь потолки самые основные покрашены, 2 больших. Осталось по мелочи в прихожей, вот здесь потолочек. И здесь карниз новодельный, он не будет вот этим самым изолирующим грунтом, а вот здесь уже изолирующий грунт везде нанесен, и надо просто 2 слоя краски, а здесь 2 слоя краски. Ну и в прихожей там, по-моему, тоже прогрунтовано уже. Ну даже не то, что прогрунтовано, неправильное как-то слово такое потребил. Наверное, будет правильно сказать, нанесен изолирующий грунт, вот он. То есть 2 слоя краски и потолки, а розетка уже покрашена здесь, по-моему, как минимум на 1 слой. По-моему, да, здесь 1 слой. Везде на лепнине по 1 слою. На самом деле, чего это? Я показывал, по-моему, как она выглядит, да, вот я сейчас зачеркнул, такой, чего вообще? Это же краска, но она реально как 20-ка сметана, так 20% сметана, вот так она, хоп. То есть реально, вот там, как бы мне так встать, чтобы было видно. Вот если я тень сделаю,
Вот. К нему не зарастет народная тропа, короче. Вот так. О, хоп. Оно даже не садится. Она как раствор, как проверяешь вот раствор, да, кидаешь цементный, там, и он должен стоять. Приблизительно так она себя ведет. Вот прям. Горкой. Тени нет, сверху падает свет. О, вот так это выглядит. Как-то так, то есть это густо, это очень густо. Может быть, теоретически закрадывается такой момент, что, может быть, они где-то ошиблись на производстве, чего-то недоположили, или перенедоложили, или еще как-нибудь. Что-то там не хватает, либо наоборот чего-то перебор, какого-то ингредиента. Как раньше бывало с рунитом. С рунитом, помнишь, как бывало? Сурнит. Ну, не обязательно повторять было, я просто так думаю, что смешно будет. Ну, ты сделал, не смешно. Но. Все, получается, это крайне последний кусочек нетронутый карнизик. Вот. Новый новодельный карниз. Саша его теперь и закрасит. После этого все будет уже, хотя бы везде будет минимум один слой краски. Вот так. Еще между слоями краски. Получилось, что краски можно было между первой краски и слоем и грунтом. Короче, это самое. Дефектовочка. Дефектовочка, она нужная, и она даже местами необходимая. Там мы с той стороны мы это делали, с той стороны квартиры, и с этой стороны сделать такое надо тоже. Чуть-чуть местами там где-то что-то надо еще раз просмотреть точно, четко, и потом уже со спокойным сердцем закрасить это все. Ну что, вот Саша и докатывает потолочки. Все покрашено у нас. Вот это вот остается крайний 1,5 квадратных метра. И в целом все у нас покрашено в 2 слоя краски и старые карнизы везде один слой изолирующего пигментированного грунта, хавшспрей-грунт. И все готово. Вот так. Остались еще санузлы чуть попозже будут. Но пока вот так, пока констатируем то, что мы 2,5 квартиры, то, что мы хотели, мы сделали. Еще санузлы, пока там с краской не ясно, ну, когда тут будет ясно. В общем, вот так. Вот так, вот так и вот так. Все покрашено. Видно будет или не видно. Тут придется перекрасить первую. Ну как, можно делать, можно не делать, мы все-таки сделаем, наверное. Я не знаю, камера видит или нет, вот там полоса, стык. И вот там полоса. Тут не будет прямого солнечного света, тут солнце не бывает сюда. Но все равно в определенном угле, короче, есть угол, при котором это видно. Вот тут стык, где не успевала прокрасить, получать, не успевала на мокрый слой. Ну, то есть, не потому не успевала, что не успевала, а потому что он очень быстро сох предыдущий. Вот тут раз и два. По-моему, так. А в ту сторону я не знаю. Ну-ка, в ту сторону есть что? А, в ту сторону есть тоже переход. Вот здесь вроде как, с определенного угла, если вот так посмотреть, повыше поднять, то тут есть переход. Вот так. Наверное, да. Ну, перекрасим, перешлифуем сначала, конечно. Все перешлифуем, как сделали там, и перекрасим полностью. Так, чего? Закончили мы покраску. И я пересматривал то, что снимал ранее. И как бы хотелось бы, прежде чем я пойду покажу, чего получилось, сейчас пройдусь по всей квартире, как бы экскурсию проведу. Перед тем хотелось бы две вещи сказать. Первое, незакрытая такая тема была насчет трещин. То, что здесь же ставили параллельно, перед покраской нам поставили радиатор, это все прогрелось. Мы специально ждали с покраской, чтобы поставили радиаторы. И в итоге мы нашли по всей плоскости потолков, по всей квартире, мы нашли порядка, по-моему, 2 или 3 трещинки небольшие где-то. То есть я это связываю не с тем, что мы так классно, супер, там, пупер сделали. Мы сделали нормально, как мы обычно и делаем. Я связываю с тем, что здесь все-таки довольно толстый штукатурный слой сам на потолках. Местами, наверное, тут там 2,5 сантиметра даже вполне себе может быть. И сверху там может быть хороший пол. Мы не особо слышали, что там кто-то топал и что-то. То есть вибраций немного. И сама температура не особо воздействовала. Мало трещин. Получилось мало трещин. Ну и слава богу. А тусуемся мы здесь уже больше месяца прошло, как мы красим. Так что, ну, вполне себе такой результат, можно сказать, что есть результат какой-то.
И вторая вещь, которую хотел сказать, насчет самой краски. Нет, такую краску мы больше брать не будем, и я ее не рекомендую. Она сложная в работе, нам пришлось перекрашивать местами, нам пришлось бегать трое в ряд красить, быстро-быстро катать, чтобы не получалось вот этих вот высыхающих мест. Нет, надо искать что-то другое. Ну, когда дойдет у нас, возможно, когда-нибудь у нас будет какой-то проект, где будет покраска, дойдет до покраски, мы поищем какую-то другую краску. Та краска, которой мы работали раньше, Phoenix Matte от Alligator, ее сейчас нет, ее сейчас не завозят. Она нам была понятна и привычная. Хорошо, что у нас вот был вот этот вот Hafspraygrund, изолирующий грунт, да, он выполнил свою работу. Всю желтизну мы закрыли им. Ну, слава богу. Ладно, пойдем посмотрим, чего у нас получилось. Пойдем с прихожей, как мы обычно ходили. Нет, не так. Так было неправильно. Мы ходили, у нас же квартира на 2,5, как бы получается, она же как буква Ш, да, выглядит. То есть несущая стена, фасадная с одной стороны, фасадная с другой стороны, и как бы несущая стена по центру квартиры проходит. Пойдем слева направо, как мы обычно и ходили, собственно. Прихожая, там еще работают, то я так аккуратненько потом чуть-чуть подснимаю. Тут у нас вот это вот все большое, гостиная и так далее. Но мы пойдем слева. У нас тут вот такая вот несущая стена туда идет. И мы пойдем слева направо по кругу обойдем и будем все смотреть, то, что мы везде наделали, какие-то новоделы и старые. Значит, старый потолок, мы его перекрашивали. Все-таки пришлось нам его перекрасить. Но получилось лучше, чем было. Покрашено первый раз. Получилось лучше, то не видно таких следов никаких особых. Хорошо. Получилось здесь хорошо. Здесь очень сложная вот эта порезка. Здесь и в соседнем помещении порезка очень-очень сложная. И мы хорошо так потратили времени на ее прокрашивание. Времени ушло на прокрашивание этой порезки достаточно много. Ну ладно. Ничего так. Хорошо. Все. Беленько стало, все так как бы слитно. Так, розетку поправили, розетка была такая какая-то, чуть она какая-то кривоватая была, но мы ее поправили, она стала нормальная, ровненькая стала, хорошенькая. Так, тут какие-то будут, чуть-чуть добавили молдингов, ну тут свои какие-то истории будут, цвет, различие цвета будет какой-то декор, непонятно. Просто добавили молдинг тут. Ну, сказали нам, добавьте молдинг, мы добавили молдинг. А, что? Да, на печку приходит, вот так, и с той стороны так же. Так, эти новые везде, я думаю, что тут не самое лучшее место смотреть на эти, как они, валики вот эти рассматривать, не самое тут прикольное место, потом в другом месте посмотрим, как оно чего получается, вот так вот получилось, вот тут совпадение такое, тут накладкой, я помню, в прошлом ролике я прям писал, потому что я не говорил про это, что здесь вот эта часть, она как бы получается накладная, здесь гипрок, и он заканчивается где-то вот здесь. То есть она как бы накладная вот эта часть для того, чтобы не было какого-то растрескивания. Ну и, собственно, так собственники захотели, чтобы получилось вот так. Им вот нужно было вот такая история. Потому что здесь мы пришли прямо в гипрок, и здесь потом маляр ленту положил, или проложил, как будет правильно, маляр укладывал ленту сюда, и здесь получилось вот так. Это все потом сплошную было зашпаклевано. Вот так. Ну, наверное, так хорошо. Ну, может, в другом месте где-то посмотрим, потому что тут как-то свет такой прям не очень там видно хорошо. И снизу тут всякие штуки. Снизу вот эти вот суппорты, как бы я их назвал, вот эти вот, поддержка такая. Ладно, пойдем в следующее помещение. Тут многократно пошпаклеван этот потолок. Мы его подравнивали шпаклевкой, наверное, больше 5 раз, мне кажется. И правилом, и шпателями разнообразными. Ну да, тут потому что углы тут были когда-то, они сейчас, наверное, так и остались чуть-чуть, но намного лучше, чем было. Это же обрезанный карниз. Карниз был раньше целым. Потом ту часть срезали исторически, ее срезали, здесь добавляли уже укороченный карниз обычный. Я об этом уже 100 раз рассказывал, уже все об этом знают. Везде я об этом рассказывал, в каждом ролике, что это как здесь все устроено. И вот здесь места, где были углы,
эти места, конечно, они чуть-чуть были как бы не в плоскости, скажем так. Нам удалось как-то это подровнять, получилось хорошо, наверное, скорее всего. Хотелось бы верить, в общем. И получилось оно хорошо. Здесь прогиб, нивелировали его. Тут есть такое поле, как бы утопленное. Кессончик свой маленький. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. То есть, чтобы плоскость стены, она как бы переходит через углубление в карниз. И здесь вот чуть-чуть, я помню, что мы так на провисе нитки играли, проигрывали. Не ровно он идет, не ровно срезанный был гипрок здесь, а вот так, чуть-чуть с подгибом, чтобы отыграть прогиб самого карниза. Не знаю, как это будет видно на камеру, не будет. Я сомневаюсь, при таком освещении, наверное, не особо. Ну, мы это показывали где-то раньше, только вблизи прям было. Какой здесь самый серьезный прогиб почему-то. А с этой стороны, здесь не серьезный, потому что здесь несущий, здесь кирпич. Вон какая ниша там большая. Здесь все ровно и хорошо. Так, пойдем в следующее помещение. Это были два старых помещения, а здесь помещение вот такое. Здесь розетка новая, полностью новая розетка, новодельная, вставлена туда. Вот так, после покраски отреставрировали. Получилось, потолочки отреставрировали, вот такие вышли они. Тут тоже, тут порезка другая, но она тоже такая глубокая довольно-таки. Ну так. Но ее было красить легче, чем тут. Тут прям было сложно прокрашивать. Так, здесь, короче, надо бы вот так бы стать, наверное, посмотреть на эти окошки. Пинтерест. Окошки до Пинтереста. Ну да, что-то такое. Сделано оно вот так, да, вот можно тут смотреть, потому что тут чуть-чуть вот так вот, и видно хорошо, как оно получалось тут. Здесь Саша очень так подошла прям к этому моменту, подлезла к этим самым кирпичу. Они же были в воздухе, висели полностью у нас, да? И она, по-моему, гипсовую штукатурку, не цемент, не работала над цементом или звездкой, она, по-моему, гипсовую штукатурку и песок, и еще какой-то колер чуть-чуть. Но здесь будут колеровать еще, тут будут еще работать с этой стеной. У нас не стояла задача прям работать с этой стеной, как бы в одно целое сводить. Была задача закрыть здесь пустоту. Здесь везде была пустота за этими нашими накладными штуками, валиками. И она вот так, Саша, сделала она тут прикольно. На самом деле классно и как бы так рельефненько. Вполне себе рельефно, как будто бы вот как-то вот так. И еще что-то подработаю где-то колером, и будет как будто бы все одно и то же. Одно цельное что-то. Ну вот. Отсюда не особо видно. Наверное, да, Пинтерест. Когда покрасится, ну, может быть, когда-то я попаду сюда, когда здесь покрасится, прям покрасится все полностью, оно будет еще более такое, ну, как бы, мясисто будет хорошо выглядеть на этом фоне. Вот так хорошо выглядит. Тут еще новодельную штучку сделали. Вот. Рамочку такую. Ну, тут что-то декор какой-то будет, не знаю. Ладно, новая розетка была, потолочек был, это старый потолок. Пойдем дальше. Полностью новый потолок, копия старого. Предмет гордости. Это копия фактически плюс-минус один в один копия старого карниза, как он был, прям с плафоном. То есть потолок глубже, чем некоторые части карниза. Получается, потолок даже не так. Потолок выше, он на нас выше, чем некоторые части карниза, которые глубже. Вот так это выглядит, этот плафон. Ну так. Если бы не знал, что это не исторический, да, то можно было сказать, что вот так вот, какой вот. Вот исторический. И вот как бы копия, получается, копия историческая. То есть здесь слоями гипрока мы играли, в два слоя гипрока располагали, чтобы на первый слой укладывали как бы первую деталь. Одну из деталей укладывали на первый слой, потом подыгрывали на второй слой, чтобы у нас получилось углубление вот здесь везде, на потолке. И сам карниз — это копия того, который здесь был исторически. Просто нецелесообразно было восстанавливать, но тут его какие-то обрывки остались, там 5 или 7 метров на все помещение. Поэтому нам пришлось сделать новодельный.
Розетка. Это была такая история типа превозмогаторства, вот, или что-то типа такого. То есть придумать себе задачу, чтобы потом ее решить. Ну, вот это вот из этих, как бы из этих каких-то вот таких тех. Потому что розетка была старая, это ее место, это родная розетка прямо отсюда. Мы ее сняли, она была очень тонкая, такая дохлая. Есть ролик, вкратце, мы ее сняли, она была очень тонкая. Мы ее приклеили на тонкий гипрок и обратно ее водрузили в двойной гипрок сюда. Вставили так, чтобы она встала как врезная розетка, как она должна там быть. Но вот так она выглядит. То есть это реально старая, а ну-ка закрой вот так рукой, старая историческая розетка. А никак, я смотрю туда, смотрю мимо камеры, как бы не прикрыть ее. Она прикольная, что. Хорошенькая. Хорошенькая историческая розеточка. Вот так. И здесь тоже такая брутальненькая стенка. Кирпичненькая стеночка. А вот тут вообще в пустоте все было. Тут же кирпич вот здесь заканчивался. И вот как вот Саша вот подошла к этим всем моментам. Когда-то здесь покрасится. И будет. Потому что остались тут следы какие-то, кирпичика, то это. Ну, до покраски тут еще несколько месяцев, наверное. Ну, вот так получилось. Такие примыкания. Ну, в принципе, норм. Снизу так хорошо. Ну, наверное, да. Наверное, хорошо. Вот как это снизу все смотрится там. Вот так вот, вот так. Ну, да. Так. Выглядит. Выглядит вот так. Пинтерестненько. Пинтерестненько. Ладно, пойдем дальше. Маленькое тут помещение, это новодельный карнизик. Окошко обрамлено валиком. Новодельный карнизик, который вот копия вот этого карниза, но укороченная. Что-то тут чего-то не хватило, я не помню. Где-то здесь, без вот этой пластинки получается. Вот эта пластиночка 5-7 сантиметров справа. Вот она отсутствует здесь. Здесь укороченный вариант. Вот так здесь. И здесь нет кессонов, здесь напрямую приходит, стена приходит в этот самый, в карниз. А здесь увеличенная такая полка получилась, потому что, ну, как бы вынесли ее чуть вперед, потому что там был изгиб трубы. Мы прикрыли такой гадкий, омерзительный изгиб трубы, который там шел так, что его было не прикрыть человеческими методами с помощью вот таких нормального размера карнизов. Там как-то он очень рядом проходил, прям со стеной, не обойти его было, поэтому ради него чуть-чуть как бы выдвинули чуть-чуть вперед, сделали такой уступчик небольшой, и уже на него водрузили карнизец, и зато прикрыли вот там прохождение трубы. Загогулинку прикрыли такую. Здесь у нас санузел с такими штучками. Ну, мы думали, что будем красить. Нет, мы не будем его пока красить, потому что там будут какие-то декоративные еще движения. Вот между частями, получается, здесь молдинг и карниз. И между этими частями там будет еще какое-то декоративное кое-что. И это будет когда-то потом. Может быть, мы будем красить, может быть, маляр тут покрасит. Кто-то будет красить стенами еще заниматься, да? Ну, так. Вот так вот тут. Тут прикольно. Наверное, да. Вот так. Наверное, да. Наверное, это хорошо. Особенно за счет вот этих жирных углов, да. Углы, конечно, внешние. Сочные внешние углы. Вот такие. Сейчас пойдем. Мы закончили по левой стороне идти. И пойдем по правой стороне. Там через стеночку еще санузел. Такой же. Посмотрим на него. Но по-другому конфигурация. Вот такой. Все то же самое. Только тут конфигурация самого угла. Самого, говорю, угла. Углов и всего другого. Тут как-то вот так сделано, вот так, вот так, вот так. И вот так. И вот так, и вот так, и еще вот так. Угу. Такая кракозяберный санузел на самом деле. Ну, зато эти штуки, опять же, они очень жирно работают. Внешние углы. Красиво. Очень красиво. С ними, наверное, будет. Особенно, когда карниз большой. Вот. Маленький не то. Молдинг не так. А вот большой прям. Большой хороший. Это новодельные все части такие. Мы пойдем туда. В эту. Вот туда. У нас, скорее всего, это по назначению будет столовая, там будет гостиная. И там прихожая. Ой, пойдем обратно. Пойдем с прихожей. Пойдем, так будет веселее. Так.
перемещенная розетка, она была здесь, ее перекинули сюда, потому что здесь поставили стеночку, и вот эта часть новая, и вот эта часть тоже новая. Но мы этого, как и говорилось об этом намного раньше, мы еще там, я полгода назад говорил, что это будет абсолютно незаметно, что где куда новое, что оно там искривленное, потому что все покрасилось, все стало цельное. Цельное, как будто так оно было и придумано. Вот так. Тут, скорее всего, будет вот, типа гардеробчик такой небольшой. Вот. Мы закрыли, получается, периметр отсюда и закрыли периметр отсюда. Вот так. И вот такая получилась это самое прихожая. Так, пойдем дальше. Микрокоридорец был такой когда-то микрокоридорец. Мы его тоже новодельным. Этот карниз отсюда, из прихожей, как бы со стороны прихожей у нас. Коридорчик вот такой и вот такой. Он без освещения, но здесь как бы и не нужно, скорее всего. Может здесь что-то, может, не, ничего, здесь не будет даже освещения, ну, а я не знаю почему. Скорее всего, не нужно, но им, потому что здесь будет много освещения, поэтому здесь не будет освещения. Просто такое пространство. Вот так. Вот так и вот так. Угу. Так, вернемся сюда, посмотрим сюда. Это будет, ну, по назначению, скорее всего, потому что там кухня, там санузел, там кухня. И, скорее всего, то столовая, а вот это гостиная. Она ближе всего ко входу. Ну, как бы гости гостятся где? В гостиной. Ну, логично. Логично, логично. Вот. Тут вот так, и вот так, и вот так. И все вот так, и все получилось. Тут низ полностью, я помню, отсутствовал. Фактически там несколько обрывков низа только у нас оставалось. Мы провильцем все свели, и получилось вот так. И когда это покрасится в другой цвет, эта балка, скорее всего, или стены, что-то здесь покрасится, это еще будет лучше работать. Ну и при таком освещении такой рассеянный свет довольно-таки. Ну, хоть что-то видно, и у меня не будет, скорее всего, возможности в другом варианте поснимать вот так нашу работу готовую. Сейчас. Ну, розеточка, розеточка. Вот так, красиво, что старая розетка, нормально. И самое главное, что вот это было желтое. Вот тут было очень много желтизны, и вот там было очень много желтизны. Но она вся закрылась, как бы, там фасадная стенка, понятно, заливала. Она закрылась хавшпрыгун, там нормально и классно. С той стороны тоже была желтизна, я помню, и тоже это все прикрылось. Так, мы пришли, получается, в столовую, которая для нас была очень сложная, поскольку большая часть этой комнаты вот так и вот так. Вот. Была тут прорезана, она перерезана. Там историческая покраска, там мел, там что-то такое оставалось. А вот здесь была какая-то новая краска, которая очень плохо у нас почистилась. И поэтому здесь было прям разрушено очень сильно. Ну, мы уделили этому достаточное количество времени. И мы восстановили сначала штукатуркой, потом шпаклевкой, несколько проходов. И получилось вот так. Вот как-то вот так. Наверное, норм. Да, наверное, да. Скорее всего, хорошо. Ну, тут было сложно. И прям сам по себе он довольно большой. Этот чувак, он сантиметров 65, по-моему. Вообще ширина его на потолок. И так он, высота его сантиметров 45, наверное. Ну, так, когда ты там рядом с ним, тут 3,50, по-моему, 3,40 высота. Когда ты там, голова у тебя вот там, он для тебя прям вот такой огромный, то есть он большой. Он очень большой, он такой. Ну, вот прям вот смотришь на него, он так вот снимает место прям. Вот так. Можно растеряться рядом с ним. Вполне себе. Розетка. Такую розетку мы даже где-то когда-то находили, по-моему, мы такую уже делали когда-то розетку. Именно такую же. Ну, вот с ней каких-то проблем особых не было, потому что она была полностью целая. Полностью целая, то есть ее пришлось хорошо почистить, и потом подмазывали девочки многократно, прошлись, и вот. И она покрашенная, она выглядит так, как и должна выглядеть, в принципе. Старая резная розетка. Окей. Давай в другого ракурса посмотрим. Опа. Ну вот. И вот. Вот так. Так, ну и чего? А, тут еще окна все с этими штуками. Валики на окнах везде. Вот, и вот эти вот подоконники везде такие вот. Ну вот. Ну, такая вот получается, мы закончили вот эту вот обзорную экскурсию. Контент. Я вчера записывал этот самый финиш ролика, я специально остался, чтобы мало народу было, и такое говорил, что нет, ничего, там пару трещин.
Нифига, короче, после покраски прошло, наверное, после начала больше месяца прошло, да? И где-то вот получается несущая и деревянная стена. И в паре мест именно вот такие углы, чуть-чуть разрывы пошли по низам. То есть мы бы так не оставили, это не пропуски были. Это реально мы покрасили, и что-то произошло. Может, кто-то где-то окна когда-то сильно там приоткрыл, еще что-то, не знаю. Каких-то вибраций сверху нет. Непонятно. Ну вот так, это старый потолок. А что ты хотел? А непонятно, что ты хотел. Так что такие дела. Хочешь как лучше, получается как всегда. Да, и когда мы красили, мы только одну эту комнату, по ходу, это самая первая комната, с которой мы начинали, поскольку она была самая сложная, мы ее, наверное, больше недели красили. И двигались там дальше, дальше, дальше. И вот, прошло сколько-то времени, и что-то произошло. Непонятно что, но вот так. А я уже такой, типа, о, да вроде все классно, вроде там нашли пару трещинок, и вот, нет, нашли еще. Порвало, почему-то что-то порвало. Благо, есть краска, можно То сейчас... есть это не то, что там где-то что-то плохо замазали, или, может, там что-то не догрунтовали, или недостаточно крепко получилось, а именно его вот, ну, как бы снова потянуло и снова разорвало. Бывает. Ну, видимо, да, видимо, бывает. Ю, в самом конце. Ну, давай, А что рассказывай. такое? Все Ну что, как ты себя чувствуешь тут? Вообще, Мне как мы тут сделали? жарко, душно. Как мы тут, как ты, что ты можешь сказать по поводу прочитанного? Получилось красиво. Хороший слог. Приятные абзацы. Нормально? Да. Как тебе понравилось все то, что мы тут делали? Да. Если не вычитывать краску, саму Это краску. хорошие тамада и конкурсы интересные. Ну, надо или не надо? Не знаю, ты покажи. Да я потом покажу тебе, какая разница. Ты как, что ты можешь сказать по поводу? Все хорошо. Все хорошо, понятно. Я Что хочу мы? сказать, что это довольно успешный проект. Нам всем очень понравилось. Очень классная команда, которая со всем прекрасно справлялась. Вот, замечательные заказчики, отзывчивые. Прям нам очень все понравилось. Все нам понравилось? Да, все Значит? отлично. Супер. Слава Богу, хоть кому-то все понравилось. Мы счастливы. Ну ладно. Так. Надо бы сказать свое какое-то мнение по поводу произошедшего здесь, по поводу работы в этой квартире. Мне, как обычно, грустно. Мне обычно всегда грустно. Вот эта покраска, это все типа, ну, как бы, это значит, что мы закончили свою работу, что нам надо уходить. И всегда это, для меня лично, это всегда такое. Потому что мы реально, ну, проживаем в этих квартирах, в которых мы делаем потолки, мы проживаем там полгода, год, 1,5 года, до 2 лет бывало. Поэтому такое, ты привыкаешь ходить в одно и то же место, привыкаешь к месту, привыкаешь к конфигурациям этим всем, привыкаешь к людям, к собственникам, они привыкают к тебе, и это все приходится как бы разрывать отношения с этим всем и со всеми. Это круто? Нет, не круто. Для меня лично это не круто. Может, для кого-то наоборот, типа, о, мы закончили, а это пойдем дальше что-то новое делать. Это само собой, но с другой стороны, так как-то изощренное у меня такое какое-то вот мнение по этому поводу. Мне всегда грустно и как-то, такое настроение какое-то, ну, типа, закончили. Хорошо это было? Да, это было хорошо. Да, мы сработанные в бригаде, все идет довольно эффективно. Процессы идут поступательно, насколько это может быть, насколько это может происходить, все идет хорошо. Можно было бы быстрее сделать? Наверное, да, но у нас не было спешки, у нас была договоренность о конкретном времени, и мы к конкретному времени как бы и сделали. То есть мы полностью попали в свои сроки, и это уже не первый раз, у нас что-то подравнялось, я смотрю. В принципе, это хорошо, когда попадаешь в сроки регулярно и постоянно. В целом мы почти год тусовались здесь. Мы начали в январе, по-моему, или в начале февраля, что-то такое, а сейчас у нас вот, через пару недель Новый год. То есть сейчас у нас декабрь. Фактически почти год мы здесь были. Много сделали, там 160 метров только старых потолков, по-моему, еще кучу нового чего-то наделали, еще какие-то вот эти вот валики на окнах там, и то, и это, ну так, объемно, работисто.
Можно ли повторить бы такое? Да, можно такое повторить. Такие вот потолки в такой конфигурации, в таком виде, как они у нас вот здесь были. Они здесь были крепкие, довольно-таки целенькие, сбитненькие такие, да, плотненькие. Очень хорошо и удобно и приятно с такими работать потолками. Оно получается довольно-таки предсказуемо и понятно. Самое главное, понятно. Вот. Отвечая на вопрос, получилось у нас то, чего мы хотели сделать? Да, у нас получилось то, чего мы хотели сделать. Доволен я? Нет, я, как обычно, недоволен. Я недоволен тем, что это заканчивается. И всегда мне грустно из-за этого. Вот так. А получилось ли оно хорошо? Скорее всего, да. Оно, скорее всего, получилось хорошо. Каких-то особых эпитетов у меня больше нет. Мне нечего больше сказать. Это получилось ровно, цельно, поступательно и все в таком плотном, понятном ключе. Хорошо, хорошо. Ну и слава Богу. На этом до свидания. Всего доброго. Пока-пока.